Момент, когда Чимин ступил на территорию сада Тюильри в Париже, воздух изменился. Это было не просто прибытие мировой суперзвезды. Это было раскрытие, преображение столь неожиданного, столь визуально захватывающего, что даже опытные модные критики на мгновение остались безмолвны. Впервые в своей карьере Чимин из BTS решил бросить вызов всем предвзятым представлениям, которые общественность имела о нем. Но что же именно он сделал, что ошеломило мир? Была ли это дерзкая стилизация, пронзительный взгляд, безапелляционная уверенность или нечто гораздо более глубокое? Нечто, что означало тектонический сдвиг в его художественной траектории. Появление Чимина на показе Dior «Женская весна-лето 2026» во время Парижской недели моды было не просто еще одним появлением знаменитости. Это было рассчитанное нарушение правил. Известный за своей отточенной элегантностью и сдержанным обаянием, Чимин отказался от сдержанности и принял провокацию. Его наряд — смелый открытый черный пиджак, обнажавший скульптурный торс, в сочетании с блестящими кожаными брюками и массивными украшениями, стал визуальной декларацией автономии. Он больше не был тихим тайдолом, укрытым слоями курируемой монстрозности. Чимин стоял обнаженным как буквально, так и метафорически. Вопрос, который сразу возник — почему именно сейчас? Время этого преображения имеет решающее значение. Недавно завершив свою обязательную военную службу, возвращение Чимина в публичное пространство ожидалось с огромным интересом. Но никто не мог предсказать, что его первое официальное появление будет столь больным, столь нефильтрованным. Армия перекроила его физически, но подиум Dior раскрыла психологическую эволюцию. Его язык тела, расправленные плечи, уверенные шаги, непоколебимый взгляд говорил о человеке, сброшившем оковы айдольского декорума. Было ли это личным бунтом или стратегической перекалибровкой его мирового образа? Наблюдатели отметили радикальный сдвиг в его стилистических выборах. Клубнично-блондинистые волосы, высушенные феном и обрамлявшие его виски, стали отходом от его привычной темной палитры. Отсутствие рубашки под пиджаком было не просто модным заявлением, это была конфронтация. Чимин больше не просил восхищения, он требовал быть увиденным. Аксессуары, особенно многослойные цепи на шее и несколько колец, намекали на новый эстетический словарь, который соединяет роскошь и провокацию. Было ли это намеком на его развивающиеся отношения с брендами или тонким сигналом о том, что он переписывает правила рекламных контрактов? Реакции были мгновенны и интенсивны. Модные инсайдеры шептались в недоумении. Фанаты заполнили социальные сети теориями. Некоторые предположили, что его образ был закодированным посланием о его следующем музыкальном направлении. Другие считали это символическим сбросом его прошлой персоны. Но среди этого ажиотажа одна истина стала очевидной. Чимин организовал момент, который превзошел моду. Он использовал стиль как оружие, чтобы вызвать диалог, бросить вызов представлениям и заявить контроль над своим нарративом. Его присутствие на показе не было пассивным. Сидя рядом с голливудской элитой и модной аристократией, Чимин не растворился. Он доминировал. Камеры тянулись к нему, не только из-за его славы, но из-за магнетического напряжения, которое он излучал. Его взгляд в объективы не был игрой, он был конфронтационным. Он больше не был музой, он был посланием. Что это значит, когда артист использует модное событие, чтобы переопределить свою идентичность? Это начало новой эры или разовый спектакль? Последствия выходят далеко за пределы подиума. Смелость Чимина бросает вызов жестким протоколам образа в кей-поп. Традиционно от айдолов ожидается, что они будут поддерживать баланс между доступностью и мистическим, между привлекательностью и невинностью. Чимин разрушил этот баланс, обнажив торс и усилив свой взгляд. Он отверг инфантилизацию и принял зрелость. Этот мог инспирировать волну артистического освобождения среди его коллег или вызвать реакцию со стороны консервативных кругов. Готов ли Чимин к последствиям этого разрыва? Более того, символизм показа Dior невозможно игнорировать.
Дебют Джонатана Андерсона как креативного директора Dior сам по себе стал моментом разрыва. Сотрудничество между видением Андерсона и трансформацией Чимина создало синергию, усилившую обоих. Монументальная сцена, созданная Лукой Гуанданина, стала идеальным фоном для метаморфозы Чимина. Было ли это случайностью или тщательно спланированным заявлением? Стратегическое размещение Чимина в первом ряду между Моникой Барбара и другими мировыми иконами укрепило его статус как культурной силы. Но это также вызвало вопросы о его будущем. Становится ли Чимин модным провокатором? Перейдет ли он к актерству, моделингу или сольному искусству с более авангардным подходом? Эта неопределенность подпитывает догадки, но интенция несомненна. Чимин больше недоволен ролью участника. Он стремится стать нарушителем порядка. Его прямой эфир после мероприятия добавил еще один слой интриги. Обращаясь к фанатам с мягкой улыбкой, Чимин сопоставил уязвимость с дерзостью своего появления. Эта дуальность, мягкость в тоне и сила в презентации, создает сложную персону, которая не поддается категоризации. Является ли эта дуальность устойчивой, или одна сторона в конечном счете возобладает? Напряжение между мягкостью и силой может стать определяющей темой его следующей главы. Критики начали переоценивать роль Чимина в глобальном развлекательном ландшафте. Он больше не просто участник BTS, он выходит как сольная сущность с особенными артистическими амбициями. Его выборы на Парижской неделе моды предполагают желание вести более глубокие культурные диалоги о мужественности, автономии и трансформации. Сможет ли индустрия принять эту эволюцию или будет сопротивляться? Реакция аудитории на месте была показательной. Вздохи, шепоты и ошеломленная тишина сопровождали его появление. В отличие от прошлых выходов, когда аплодисменты были немедленными, на этот раз возникла пауза, момент перекалибровки. Зрители видели не просто знаменитость. Они сталкивались с новым архетипом. Чимин стал зеркалом, отражающим как стремление, так и дискомфорт. Что это значит, когда артист заставляет аудиторию сталкиваться со своими собственными предубеждениями? Волновые эффекты этого момента уже видны. Модные дома по сообщению пересматривают свои стратегии амбассадоров. СМИ разбирают каждый кадр его появления. Культурные комментаторы обсуждают значение его выборов. Но среди этого шума один вопрос остается без ответа. Что хочет показать нам Чимин? Его молчание относительно глубокого смысла своего появления добавляет мистики. Отказываясь объяснять, он приглашает к интерпретации. Эта неопределенность побочна, это трансформат модный момент в культурное событие. Является ли Чимин провокатором, или он просто эволюционирует в реальном времени? Ставки очень высоки. В индустрии, где образ — это валюта, Чимин рискнул всем, чтобы заявить контроль. Его смелость может переопределить параметры айдолства или изолировать его от традиционной фан-базы. Но мужество нарушать, бросать вызов, эволюционировать — это то, что отделяет икон от звезд. Перешел ли Чимин этот порог? Когда пыль оседает после Парижской недели моды, эхо появления Чимина продолжает разноситься. Аналитики наблюдают внимательно, фанаты бесконечно строят догадки. Индустрия перекалибруется, но одна истина стоит выше всего. Чимин изменил правила игры, и мир смотрит.